Свой Новый год и свой камин нужен каждому, независимо от того, какого ты размера. Вот у нас эта деревянная елочка. А сейчас я вам покажу такую же деревянную елочку вот на другом камине, для того, чтобы понимать соотношение размеров. Здравствуйте! В этом видео я хочу рассказать о том, как сделать камин любого размера. Вот, например, я его делала для декорации своих сказок. И также из пенопласта я построила и декоративный камин у себя дома. В интернете, конечно, уже существует множество видео о том, как сделать камин своими руками из пенопласта или картона. Я посмотрела некоторые из них, проанализировала ситуацию, выбрала подходящий мне вариант, попробовала сделать сама, внесла свои изменения. И сейчас хочу вам рассказать о плюсах и минусах, которые существуют у этих вариантов. Выбирая между картоном и пенопластом, почему я выбрала пенопласт? Мне хотелось сделать это все максимально быстро и максимально дешево. Картон, конечно, может совершенно бесплатно вам достаться, особенно если вы недавно покупали какую-то мебель, какие-то крупные вещи, и у вас остался такой толстый гофрированный картон. Конечно, из коробок большого размера вы можете делать камины разного размера, даже отталкиваясь от формы и величины ваших коробок. Но чтобы их соединить между собой, нужно либо израсходовать очень много вот этих стержней для горячего пистолета, либо это будет долго, поэтапно, склеили, прижали, ждем там на следующий день. Кроме того, картон, он гладкую поверхность имеет, поэтому вам придется для имитации кирпичей эти кирпичи вырезать. Подобным образом я делала фрагмент декорации для сказки про лисичку свою, и там я наклеивала вот из такого материала маленькие кирпичики на картон. Пинцетиком их наклеивала, потом красила это все в серый цвет, а сверху еще белым цветом так слегка тонировала. В данном случае вот я покупала чехол для телефона, и там лежал вот такой упаковочный материал. По большому счету, если бы я купила огромное количество таких чехлов, то вот они уже готовые кирпичики и есть. Подобного размера эти кирпичики вы можете вырезать из тонкого пенопласта, который тоже у вас остается как упаковочный материал от чего-то, или из самого картона. Дальше надо будет салфеточками это все снаружи обклеить. И, в общем, такой трудоемкий процесс. Поэтому, из картона будет более прочный. У вас будет более прочная поверхность получаться. Потому что пенопласт есть пенопласт. Если мы его так вот даже слегка заденем ногой или чем-нибудь, кошечка на него запрыгнет, то из него будут вырываться вот эти, конечно, крупинки, это понятно. Но зато, работая с пенопластом, нам не нужно будет вырезать каждый кирпичик. Мы сможем его выжечь легко. То есть сделать, наоборот, в ровной поверхности углубления в нужных местах, таким образом имитируя кирпичную кладку. Но здесь тоже есть нюансы, о которых в видео, особенно такие, которые смонтированы под музыку, вся семья там делает, здорово, красиво, и ты думаешь, ой, как быстро это прекрасно сейчас получится. Но есть очень серьезный такой момент, и когда я делала, я была очень рада, что со мной рядом не было детей. Потому что, во-первых, горячее – это легко обжечься. Кроме того, когда мы прожигаем любым способом, более подробно, близко я вам покажу два варианта, когда мы прожигаем пенопласт, он плавится, и в квартире стоит такая вонь, извините, что нужно открывать все окна, а как правило мы это делаем зимой и уже холодно, то есть я его потом часа 2 проветривала еще. И, тоже, знаете, такой вариант надо думать, подходит он вам или нет. Но он, конечно, быстрее, чем вырезание и наклеивание каждого кирпичика по отдельности. Сразу хочу сказать, что вряд ли вам подойдет пенопласт, который у вас остался в качестве упаковки от чего-то, потому что нужны, в общем-то, довольно ровные плиты. Поэтому самый простой вариант – строительный магазин. Это пенопласт, которым снаружи покрывают дома для утепления. Он очень дешевый, он бывает розовый, голубой, я специально покупала белый.
Ну, в принципе, конечно, чем толще он, тем более устойчивый становится, он легче работать. Но с другой стороны, когда он больше 3 или 5 сантиметров, то его уже довольно сложно резать. Вот здесь для верха, низа, лицевой панели и боков я использовала более толстый пенопласт, то есть 3-сантиметровый. А внутри вот эти все технические детали, они у меня из 2-сантиметрового пенопласта. Честно сказать, у меня было 4 3-сантиметровых плиты, поэтому у меня внизу вот эта часть, она до стены не хватило, да? Но там ее все равно не видно, и я наставила что-то с боков, потому что внутри у меня в серединочке есть полость специально для розеток. Размер у них, ну, типовой обычно, это 50 на 100 сантиметров. То есть вот такие, получаются, узкие плиты. И именно поэтому большинство каминов, которые вы увидите, они будут размером метр на метр, да, потому что мы исходим из размера имеющихся плит. Плиты эти очень дешевые. Одна стоит меньше 50 рублей. Ну, в разной стране и городе, наверное, цена может отличаться, но порядок цен такой. Меньше 50 рублей у меня стоил пенопласт толщиной 2 сантиметра, а 3 сантиметра в 1,5 раза, наверное, где-то дороже. Я считаю, надо исходить из того размера, который вам нужно заполнить. Вот у меня было пространство под телевизором метр на метр. И если бы я оставила метровый камин, он бы у меня заканчивался вот здесь, если даже еще не выше, потому что все-таки мы сверху и снизу тоже еще делаем какие-то основания. И поэтому он получится, ну, метр с чем-то. И тогда бы он у меня закрывал уже немножко экран, что, конечно, неудобно. Кроме того, хочется камин к Новому году как-то украсить, что-то на него поставить. И поэтому порядка 20 сантиметров я срезала с него, с вот этих плит. Вы их можете либо вертикально расположить, эти 2 плиты, да, либо горизонтально. Я в размере кирпичей исходила, опять же, из максимальной быстроты работы. Вот у меня здесь метр, поэтому 4 кирпича, то есть они по 25 сантиметров. Из плиты 50 сантиметров, которая вот так горизонтально идет, я сделала 7 кирпичей. То есть 7 на 7 – 49 сантиметров. И вот здесь у меня прошла линия прожига, и сразу над ней идет ровный кирпич. Мне кажется, что именно так меньше всего виден этот стык. Потому что если бы был вертикально, он проходил бы у вас вот здесь, вот по серединке вот этого кирпича. По глубине от 20 до 30 сантиметров. Внутри я делала нишу. Ближе, подробнее расскажу. Вот эту часть, конечно, можно делать и пошире, и поуже. Ну, это уже как бы ваше творчество абсолютное. Что важно еще помнить, что каким-то образом вы захотите подсветить камин. И, конечно, свечи однозначно нет, потому что это легко воспламеняющийся материал. И, конечно, никакого, не то что соприкосновения, даже никакой непосредственной близости со свечами и открытым огнем быть не должно. Поэтому я сразу планировала, что это будет гирлянда, причем обратите внимание, что лампочки обязательно должны быть такими, которые не нагреваются практически. Иначе вы положите вот сюда, ну вы можете, конечно, там в чашу в какую-то положить стеклянную, и у вас будет прожигаться, если вы просто вот положите, как я. Но из-за того, что у меня вот эти, ну это светодиоды, наверное, называется, они абсолютно не нагреваются, и из-за этого я вот совершенно так не опасаюсь за то, что это может каким-то образом воспламениться. Поскольку я всегда сначала предпочитаю попробовать самой сделать то, что я запланировала, найти все плюсы и минусы, какие-то нюансы в работе, чтобы рассказать вам об этом, то я сначала делала этот камин, я еще не знала, получится, не получится, как это будет выглядеть. Я думала, может быть, придется красить, но в принципе мне оказалось, что даже вот те огрехи, которые есть вблизи, если его рассматривать, они играют на руку в данном случае, и в принципе он выглядит хорошо. Но чтобы повторно не строить для видео такой же огромный камин, я стала делать маленький, как раз декорацию для своей сказки очередной. Посмотрите, здесь
Точно такое же количество кирпичей я взяла, да, 4 будет, и в высоту 11. Так же, как у этого камина у меня получилось. Просто здесь мне надо было сделать копию, чтобы объяснить вам принцип, по которому я это делаю. Какие-то небольшие отличия, нюансы я вам покажу в ходе работы. Скажу, почему именно этот камин остался, выглядит более высоким. Потому что я делала из тех же плит толщиной 2 сантиметра. И поэтому вот эти части, да, оказались по пропорциям более высокими. Из-за этого камин выглядит более высоким. Для работы мне потребуется 2 ножа для бумаги. Один такой довольно узкий и мощный нож для бумаги и резки других материалов. Лучше его покупать даже в строительном магазине, там же, где вы покупаете пенопласт. Обычные ножницы, какая-нибудь железная линейка, у меня вот строительная с уголком, по которой можно отмерять еще и 45 градусов, что в принципе вы можете сделать по обычной школьной линейке вот в виде треугольника. Нам потребуются зубочистки. Большой камин удобнее всего склеивать с помощью строительного пистолета, заправив в него пену на акриловой основе для соединения пористых строительных материалов, соответственно, и пенопласта тоже. Помимо этого нам понадобится паяльник или ложка или нож, с помощью которых мы будем выжигать наши кирпичики. Для более маленького камина я буду использовать горячий пистолет. Так, вот у меня кресло. За ним я планирую из оставшегося куска пенопласта сделать камин. Ну вот я думаю, где-то вот 18, например, да, сантиметров в итоге он должен быть, там 20, вот чтобы быть немного выше персонажа. И для удобства я буду просто рассчитывать от размера кирпичиков. Вот таким путем я пойду. Очень удобно, например, если у меня кирпичики будут, вот я нарисовала примерно, нет, слишком крупно. Делаю, например, на 2 сантиметра в ширину кирпичики. 11 вверх кирпичей у меня, это будет уже 22 сантиметра, плюс вверх и низ. Нет, многовато. Тогда я делаю еще уже 1,5 сантиметра кирпичи. Вижу, да, нормально они смотрятся в моей композиции. 1,5 сантиметра будет ширина кирпича, а длина его будет 5 сантиметров. Это удобно. У меня весь камин шириной 4 кирпича, это значит 20 сантиметров. Вот он такой почти квадратненький у меня будет. Вот 20 сантиметров, вот стоит кресло. Нормально. Покажу, как резать пенопласт. Нам нужен не очень остро заточенный карандаш, чтобы он не протыкал пенопласт. Проводим линию, например, перпендикуляр. Нам нужна железная линейка, потому что не железную линейку, пластиковую или деревянную, нож будет стремиться иногда тоже разрезать. Сначала мы берем узкий нож. Мы выдвигаем этот тонкий нож на длину, которая меньше ширины нашего пенопласта. Видим, да? Чтобы мы не могли его прорезать. И вот эту линию мы режем, не боясь прорезать наш стол, потому что не хватит длины ножа. Мы не вот так держим нож, а точно перпендикулярно поверхности стола и, соответственно, пенопласта. Мы не проводим вот так, как когда режем бумагу, потому что мы начнем, вот видите, показываю на этом образце, да, мы начнем вырывать вот эти крупинки. Чтобы разрезать аккуратно, именно идем по линеечке и вот такими режущими движениями. Теперь мы берем другой, более мощный нож и выдвигаем его на длину больше ширины нашего пенопласта. Кладем наш срез на край стола, чтобы когда мы начнем резать, мы не разрезали стол. Но кладем довольно близко, потому что иначе он будет стремиться отломиться, большой кусок. Показываю. Теперь нам уже не нужна линейка. Мы аккуратно
точно перпендикулярно, опять держа руку, режем по уже намеченной линии. Поскольку мы уже резали более узким ножом здесь, то нож будет легко заходить сюда. Самое главное не наклонять руку, чтобы нож не шел под каким-то углом к поверхности пенопласта, чтобы все это было ровно перпендикулярно, точно перпендикулярно. И опять же режущими движениями туда-обратно. Когда остается совсем немножко, вот так мы не делаем, чтобы не обрезать руку. Мы можем наклонить уже, то есть у нас вот этот срез уже может лечь на стол. Оставляем самый краешек и аккуратно до последнего придерживаем пальцами оставшуюся часть или просим кого-то подержать. И тогда мы отрезаем аккуратно. Вот у нас получается такой срез. Можем вот так сделать. Уверяю вас, что из возможного это довольно аккуратно. Кроме того, вот не настолько гладкая поверхность, а чуть-чуть шершавая, как у нас, для наших целей даже лучше. Максимум, какой дефект может быть, это вот, когда мы резали одним ножом с этой стороны, а потом с другой вот этим ножом. Если хотим, можем это еще аккуратно подрезать потом. Но вот мой опыт показывает, что овчинка выделки не стоит, потому что, скорее всего, вы срежете что-нибудь больше или меньше, вот, видите? Но, если хотите, можете заморочиться. Но велика вероятность того, что вы будете выгрызать сейчас уже лишние куски. Поэтому я предлагаю остановиться. Итак, я вырезала прямоугольник, в котором высота 16,5 сантиметров, потому что у меня 11 кирпичиков по 1,5 сантиметра и 20 сантиметров шириной. Вот у меня 1, 2, 3, 4 кирпича по 5 сантиметров. Через один это повторяется. Да? То есть я нарисовала горизонтальные линии, потом отмерила 5 сантиметров через одну полосочку, да, проводила вот так. Соответственно, здесь 2,5 сантиметра, затем 5, 5, 5, в конце 2,5. Вот прикидываем размер вот этого углубления, да, в камине. Иногда бывает он прямо от пола идет, то есть он будет стоять у нас когда на каком-то основании, да, он может вообще прямо отсюда начинаться. Но мне хотелось сделать какой-то, чтобы тут было несколько рядов кирпичей. Я оставила 2, сверху 3. Здесь у нас по одному, поэтому, собственно, я вырезаю вот эту часть, да, в середине. Знаете, очень часто делают целиком, выжигают эту часть, потом аккуратно ее вырезают, и вот эта вырезанная часть в глубину будет вот здесь сзади приклеиваться, да. Вполне так можно делать, но мне показалось так неудобным. Я не была уверена, что я аккуратно вот это вырежу. Поэтому я прожигала вот эту часть с учетом того, что серединку я использовать не буду. А, соответственно, лишние линии можно не прожигать и не травить себя. Значит, я очерчиваю здесь сверху. Вот я выбираю, что у меня будет верхом, что будет низом. В принципе, без разницы. Ну, давайте будет вот так. Сверху 3 ряда я оставляю. То есть вот она моя линия. Вот здесь в один кирпич длинный пойдет. И до сих пор. То есть вот эта часть мне не нужна. Я ее все равно отрежу. Поэтому я не вижу смысла ее выжигать. Но вы можете это делать, если уверены, что аккуратно это потом вырежете. Как я планирую конструировать свой камин? Значит, вот это будет лицевая часть. Вот это будут боковушки. В данном случае у меня 5 сантиметров они. Вот. И эта часть, на которой мне нужно будет выжигать тоже кирпичики. Причем выжигать их нужно будет начинать вот отсюда, да, потому что это как будто же тоже кирпич. Таким образом, поскольку здесь кирпичи будут продолжаться, то, посмотрите, нам нужно и вот этот бок, его точно так же прожигать. И когда мы приклеим, у нас должно совпадать. То есть здесь у нас тоже, если мы на 1,5 сантиметра расчерчивали через 1,5, а у большого камина через 7,
то вот эту линию, эти линии нам тоже нужно нанести и сюда по 1,5 сантиметра. Вот здесь, видите, не очень ровный срез, а вот тут он более ровный. Но для борьбы с собственным перфекционизмом можем вполне оставлять и так, потому что кирпичи очень даже более натурально выглядят, когда неровные. Удобно совместить вот эту часть с этой, когда ее расчертили, поставить и уже вот здесь нанести эти линии. Хотя бы вот с дальней стороны, потому что здесь у нас прожиг закончится, мы будем видеть, где наносить. После того, как мы склеим вот эти части, сымитировав кирпичи, посмотрите еще какой важный момент. Вот здесь у нас идет длинный кирпич. Значит, с этой стороны он должен как бы покороче заканчиваться, да, вот, ну, толщина кирпича. Вот этот кирпич, видите, он стоит короткой стороной сюда, значит, длинный он сюда. И давайте мы его сделаем 5 сантиметров. Мы от края отмерим 5 сантиметров. Соответственно, тогда от него 2,5 сантиметра в сторону мы откладываем. И у нас будет где-то вот здесь проходить. Это ничего страшного. Стык будет не так заметен. Понятна суть, да? То есть там, где у нас вот здесь был маленькая сторона кирпича, здесь он будет длинным. То есть мы считаем длину кирпича, вот эту нашу длинную, в данном случае 5, от края сюда. А дальше от этой части отмеряем половинку кирпича сюда, куда придется. Тогда вот эта часть будет смотреться более естественно. Прожигаем. При этом я бы не сказала, что это очень удобно, потому что ложка или нож очень быстро остывает. Глубина прожига сильно изменяется. Кроме того, мы можем испортить ложку. А в случае, если у нас плита электрическая, то и саму плиту еще. Паяльник тоже, конечно, бывает разной ширины. Вот эта насадка у него у меня довольно узкая. И, как вы видите, такая вот хорошо побывавшая в боях. Она очень такая уже темная. Конечно, очень быстро и сильно будет прожигать паяльник пенопласт. Но, по крайней мере, к этому хоть как-то можно приловчиться и отрегулировать глубину вашего нажатия. Во всяком случае, она будет оставаться одинаковой, эта глубина. Не задумываемся, иначе прожигаем насквозь. Для моей задумки с маленькими квадратиками, в принципе, моей толщины даже вот хватает. Если мы имеем в виду большой камин, вот как у меня был, у которого вот эта линия прожига должна быть примерно сантиметр шириной и сантиметр глубиной, то я все равно это делала вот этим паяльником, ну просто потому что у меня нет другого. И я покажу, как я выходила из положения. Значит, я сначала вставала с одной стороны, и я рисовала всего одну линию. Вот так просто на полсантиметра от нее в одну сторону делала, потом в другую. То есть я вставала вот так и прожигала в одну сторону сначала. Причем именно от руки, а не по линейке, потому что такой нужно более естественный неровный край. И как раз то, что там внутри у меня было нарисовано карандашом, оно даже вот интересно сыграло в моем случае. Потом я переворачивала большую пластину пенопласта и шла в обратную сторону вот таким образом. Если где-то было прожжено мало, я добавляла. В общем-то, такая вот ручная, ну если не ювелирная работа, то такая довольно кропотливая. Открывайте окна, воняет это ужасно. Таким образом вот я прожигала на весь камин, ну, где-то минут 40 я прожигала по всем нужным мне линиям. Сейчас покажу, как это делается для маленького. Вот. Я сначала прожигала все горизонтальные линии. Все горизонтальные линии. Ой, да, а потом вот эти маленькие вертикальные. Видим, да? То есть, причем вот здесь нужно, чтобы действительно вот эти части прожглись.
тогда это действительно будет похоже на кирпичики. Поворачиваем удобной стороной. Не задумываемся. Скорость нажатия должна быть примерно одинаковой. Вот. Это образец. Потренировались. Переходим теперь к расчерченному образцу. Когда нужно провести длинную линию, вот паяльником ее вести очень сложно, ровную. Поэтому от одного пересечения до другого, от одного до другого, вот такими короткими перебежками. Гораздо удобнее, когда удобно на столе плоско лежит, вот такими короткими линиями. Мне нужно вырезать сейчас вот это окно. Причем, посмотрите, я по его периметру, даже там, где было посередине кирпичика, все равно тоже прожгла этот край. И вот сейчас посередине вот этого прожига мне нужно ножом провести и вырезать квадрат. Сначала режу тонким ножом, выдвинув его на маленькую длину, чтобы не проткнуть стол. Намечаю вот это. И вот в этой ситуации большой нож может нам просто все раскурочить. Тогда и второй раз проходить ножом я буду этим же узким, просто выдвинув его подлиннее. Вот. И опять же, вот я аккуратно режу, пилю, да, делаю вот такие движения, а не выламываю пенопласт. Вот эту часть я также прожгу, как вот здесь, чтобы было понятно, что у нас туда идут кирпичики. Причем, прожигая эту часть, я буду вот здесь на такую же глубину прожигать, а вот сюда почти на нет сойду. Теперь немножко поработаем с этим срезом. На большом камине также работала. Вот. То есть сначала вот это я немножко уберу. И вот эту часть. Вот так прохожу. Так, со всех сторон. И вот теперь наши кирпичики мы продолжаем сюда. Эх, жалко, я не расчертила. Понадеялась на свой глазомер. Не повторяйте мою ошибку. Еле касаемся, углубления тоже. По низу у нас всего 2 таких отверстия. Углубление, скажем, тут все-таки нет отверстий. То есть я вот сюда прожигаю на такую же глубину. Получилось так. Видим, да? Сейчас на образцах я покажу, как склеить 2 фрагмента. Для этого нам потребуются зубочистки. И втыкать мы их будем в ту деталь, которая узкой стороной будет прикрепляться. Мы втыкаем зубочистки строго перпендикулярно поверхности, чтобы у нас не было вот таких вещей, да? При этом вот эта часть, которую мы здесь оставляем, она должна быть не длиннее, чем деталь, которую мы будем протыкать, да? Поэтому, когда мы соединяем 2 детали, можно на ту, которую мы будем прижимать сверху, обязательно работаем на ровных поверхностях, в одну вот эти боковушечки наши, да? Ну, мне не нужно это делать на мелких деталях, я справлюсь просто горячим пистолетом. Вот. Но, соответственно, вот в эту боковую часть я втыкаю вот так зубочистки. Это у меня лежит ровно на полу с уже вырезанной дыркой. И я буду вот эту маленькую деталь как бы втыкать в большую, плоскую. А большую деталь я намажу вот этой пеной. Вот эту часть я намазываю. А потом
туда. Это я сейчас вам так показываю, чтобы было хорошо видно. А так мы, конечно, это делаем исключительно на столе. Прижали. Если что-то лишнее у нас тут образовалось, салфетками, ватными палочками или ватными дисками вытираем излишки пены. Да? В принципе, я продолжала сразу работать, потому что зубочистки хорошо скрепляют. Я прям сразу ставила камин и доделывала его. А вот потом я его уже оставила сушиться где-то на сутки. Сейчас мы будем приклеивать вот эти детали. После того, как мы приклеим, если мы особые перфекционисты, мы можем паяльничком совместить вот эти линии, если они где-то немножко у нас не совпали. После этого, вот мы видим, такая у нас будет буква «П», если смотреть сбоку. У меня будет сейчас еще две детали по высоте, совпадающие с камином. Вот. Здесь у меня черновичок, поэтому я его в ту сторону, которая не будет видно из камина. Посмотрите, также я делала и на большом камине. Вот эти части маленькие, внутренние, я их делала ниже, потому что у меня сзади находятся на стене розетки, и мне не хотелось, чтобы они касались пенопласта. Поэтому я оставляла такую выемку. Дальше нам нужно будет еще вот эту деталь вклеить. Да? Вот здесь они очень четко должны у нас подходить по размеру. Вот так, да? А я, кстати, вот верхнюю вот эту часть не стала вклеивать в большом камине, поэтому вот посмотрите, что получается, когда он светится вечером. В принципе, если не знаешь, можешь не догадаться. На вот эту часть нижнюю, которая у меня была из довольно тонкого пенопласта на большом камине, я вот сюда еще дополнительно несколько таких полосочек вклеивала по размеру их вырезов, да, потому что я планировала сюда что-то ставить как бы внутрь камина. Сзади, почему мне не понравился вот этот вариант, потому что сзади, видите, он как бы проваливается туда, его так вот нужно вставлять. Чтобы справиться в одиночку с таким вариантом, эту панель я предлагаю приклеить внутрь, как бы между вот этими короткими деталями. Заранее их можно делать чуть более высокими, чтобы учесть толщину панели. После этого зафиксировать зубочистками, прям протыкая насквозь, потому что все равно никто не поранится и не увидит, это все будет у вас внутри камина. Тогда вот эту работу можно будет сделать в одиночку. После этого уже вы с боков приклеите длинные детали и точно так же их и по краю задней панели, и по бокам перпендикулярно стоящих к ним коротких деталей можно тоже зафиксировать это все зубочистками. Вот это окно у нас, видим, 2 кирпича, каждый по 5 сантиметров, то есть 10. И плюс у нас толщина 2 сантиметра с каждой стороны пенопласта. И поэтому я вырезала вот такую одну большую деталь снизу. 2 кирпича не стала прожигать, сверху 3 тоже. Остальное сделала по рисунку. И вот так я хочу наклеить потом это. Мне кажется, это будет проще. С большим камином я работала точно так же. Он у меня в этот момент уже лежал на полу, лицом вниз, да, боковушки были приклеены. Теперь нужно вот эти столики приклеить, да, то есть те, которые горизонтальные детали. Напомню, верхнюю я не делала. Вот так нужно приклеить эти 2 детали. Я их прикладываю, проверяю, точно ли они совпадают по размеру, что я могу потом без проблем вставить вот эти части. Вот, то есть прям это должно быть вплотную. Проверила. Мне пришлось вот на несколько миллиметров подрезать вот эти детали. Итак, я приклеила вот эти детали. Вот у меня эта деталь полностью может накрыть вот эту часть. Единственное, из-за того, что у меня такая же толщина пенопласта, как и для большого камина,
у меня из-за этого исчезает вот это углубление. Когда я клеила большой камин, у меня ширина вот этой детали была ровно половина камина, потому что 50 сантиметров всего ширина вот этих больших листов. И таким образом он у меня вот здесь вот проходил. И чтобы вот так приклеить его сзади, мне пришлось наращивать вот эти части. Если вы не хотите наращивать эту панель, то можно ее просто сверху приклеить на короткие вот эти детали, сверху затем уже насквозь проткнуть зубочистками и закрепить, а уже потом с боков приклеивать длинные детали. Но нужно иметь в виду, что либо их нужно вырезать более высокими, то есть по высоте как короткая деталь плюс толщина задней панели, либо вот эти короткие детали сразу сделать на толщину задней панели короче, чтобы это все совпадало по размерам. Значит, сейчас я это намажу клеем и приклею, но перед этим, поскольку я хочу подсвечивать мой камин, у меня малюсенькая такая вот лампочка есть. Вот. Мне один знакомый смастерил, да, вот на прищепочку здесь замыкается батарейка плоская и загорается эта лампочка. Я хочу, чтобы она у меня была вот здесь посерединке. Посерединке будет иллюзия огня. На большом камине я сделала отверстие вот здесь, оно больше, потому что мне сюда нужно было протянуть целую вилку от розетки. Отверстие у меня будет вот такое совсем маленькое. Я сейчас проверю. Вот, как раз то, что я хотела. Вот, видите, у меня туда пролезет моя маленькая лампочка. После того, как я приклеила эти детали, мне останется сделать верх и низ. У большого камина, поскольку у меня не было больше пенопласта, у меня полностью совпадает верх и низ по ширине. Здесь у меня была возможность вырезать побольше немного деталь, поэтому сзади у меня будет совпадать, а вот здесь спереди и сбоку будет оставаться небольшой вот такой промежуток. То же самое будет с верхней деталью. Обратите внимание, если у вас камин будет стоять около стены, и вам надо, чтобы вплотную к стене вот эта часть прилегала, а вот здесь вам мешает это сделать плинтус, вы можете рассчитать таким образом, будет здесь зазор или не будет, но вы можете основную часть камина, да, приклеить вот с вот этим промежутком, с учетом того, что вот здесь у вас будет находиться плинтус. И тогда камин станет вплотную к стене. Мне этого не надо было, и тем более не надо для вот этого макета. Приклеиваю. То есть просто наношу сюда, соответственно, на большую деталь. Вы сюда вставили зубочистки с расчетом того, чтобы они не проткнули дно, намазали здесь же или на дне и поставили сюда аккуратно, совмещая. Наоборот, сюда у верха вы воткнете зубочистки, намажете клеем верхнюю часть и наденете аккуратно. Зубочистки смотрите, чтобы не проткнули вверх. Сверху теперь всю эту конструкцию можно покрыть лаком, можно разукрасить кирпичики краской какого-то цвета. Лаком покрывают обычно для того, чтобы это стало немного более прочным. Но я оставлю это буквально так, как есть. Готовый камин мне хотелось украсить как-то очень лаконично. Поэтому я купила одну, мне попалась такая очень дешевенькая гирлянда из фетра. Вот вырезанные фигурки были снежинки и елочки. Причем такого, видите, спокойного очень зеленого цвета, защитного фактически. А вот остальные украшения, которые я использовала и на елке, о которой сниму отдельное видео, и вот на таких настенных композициях, это цитрусовые апельсины, лимоны, нарезаются тонкими дольками, ну, где-то 2-3 миллиметра идеальная толщина, потому что полсантиметра плохо сохнет. Раскладываем на бумагу
и кладем либо на батарею или теплый пол, если у вас где-то есть на несколько дней, либо в духовой шкаф и на температуре где-то 50-80 градусов несколько часов вот греемся, значит, паримся. Тем не менее, все равно, что нужно знать, и о чем, опять же, вот эти красивые видосики не рассказывают, о том, что все равно эти чипсы остаются, в общем-то, немножко липкими. Поэтому их надо либо покрывать лаком, либо я этого не делала и постаралась, чтобы ни стен, ни камина у меня вот эти апельсинки не касались. Вот здесь непосредственно я еще промазала их немножко серебряной краской, соответственно, белую, золотую, зеленую, серебряную, любую берите. У меня это получилось случайно, мне надо было вытереть кисточку после чего-то. Буквально прям вот по одному такому штриху, который придает, мне кажется, такой интересный оттенок. На самом деле мне очень понравилось работать с пенопластом, поэтому я продолжила свои эксперименты, сделала еще елку вот такую авангардную, потому что на данный момент мы живем в немножко таких походных условиях, и покупать настоящую большую елку не хотелось. И сделала такой еще вот домики-фонарики. О елке и фонариках сниму отдельное видео. А насчет камина хочу сказать, что если он будет вести себя хорошо, сохранится в отличном виде, то я думаю, что и после Нового года я оставлю его в своем интерьере, и если со временем он мне надоест, возможно, я его покрашу лаком, или если он будет становиться грязным, я кирпичики покрашу в какой-нибудь цвет. Расскажите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, какой вариант для себя вы посчитали более удобным, чтобы сделать подобный камин дома. Возможно, вам больше понравились какие-то более мелкие и легкие поделки из других моих видео. В любом случае, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте эти видео, и пусть как можно больше людей научатся снимать стресс за каким-то приятным ручным трудом.